Всем привет, приветствую вас на канале Admin-X, и сегодня у нас продолжение легендарной линейки видео «Цены на смартфоны». Следующий выпуск май 2022. Перед началом ролика подписка, если еще не подписаны, хотя, честно говоря, это странно. Лайк и поехали. Итак, начинаем наш видеоролик с смартфонов Honor 50. Как до начала, собственно, вот этой всей истории стоил где-то 40 тысяч, хотя есть версия вот на 35. Так он и сейчас и стоит. То есть он до сих пор не подорожал, и на фоне подорожания других смартфонов он стал выгоднее. Huawei Nova 8, 128 гигабайт, 30к. Хорошо, на старте продаж он стоил, кстати, 40, но это было изначально как бы завышено. Huawei Y5P, 9000, не стал бы брать, подорожал. Nokia G20, 64 гигабайта. Опять-таки надпись в торгуемся, я не знаю, к чему это. Просто бы скидку поставили, да и все. Защищенные смартфоны Blackview. Да, в прошлый раз я их не показывал, но вот если кому-то надо, то тоже можете посмотреть. Dexp русские также присутствуют. Так, Honor 50 Lite, 26 тысяч. Это, конечно, подорожание однозначно. Вот смартфоны Oppo и Vivo. У нас линейка концертный BBK, так называемый. Опять же, защищенные смартфоны и русские. Dexp A440 на 8 гигабайт. Конечно, не стал бы брать. Я такой смартфон уж лучше пару тысяч доплатить и перейти к чему-нибудь другому. Вот, кстати, Motorola. Легендарный бренд смартфонов. Такой характерный отпечаток пальцев у них. Он в основном на русском рынке не представлен, но вот в этот раз все-таки завезли. Так, Honor X8 это у нас новый смартфон, 28 тысяч стоит. Xiaomi 11 Lite 5G NE. Вот он лучше, кстати, чем обычный 11 Lite. Тут где-то он тоже был, а вот он 28 тысяч. Вот лучше вот это взять сразу, доплатить, все нормально будет. Redmi. Всем интересно обычно смотреть на Redmi. Вот Redmi Note 11 25к. И вот Note 10s за 22 тысячи. Ну, до подорожания стоил где-то 19-20 тысяч. Что-то в этом роде. Redmi 10 не стоит брать за 19к. Уж лучше 10s доплатить и взять. Вот Realme у нас. GT Master Edition. Тут, кстати, по торгуемости висит опять-таки. Ну, короче, 30 тысяч где-то начинается Master Edition смартфоны. Nормально. Вот покафоны. Poco F3 256 гигов, 36к стоит. Очень хорошо. Ну, то есть до подорожания он, получается, стоил где-то 29, что-то такое. Poco X3 Pro. Да. Очень он всем интересен. Даже кто-то у меня тогда видос спер про Poco X3 Pro. Ну да ладно. 28 200 рублей, 256 гигов. И 25 999 это 128 гигов. Да, я знаю, что это не самое дешевое предложение, но это среднее. Мы же смотрим по среднему. По скидкам-то всегда можно найти что-нибудь, если очень хорошо искать. Redmi Note 11 64 гигабайта, 25 тысяч. Не стал бы брать, лучше 10s взять. Вот там он был. Redmi 9A 32 гигабайта, 10 тысяч сейчас стоит. Redmi 9C, ну, такое. Можно, конечно, и взять, но я бы доплатил, наверное, несколько тысяч и взял бы что-нибудь другое. Вот, например, Realme. 21 тысяча восьмерка стоит. 8i начинается от 17 500. Это версия 64 гига. Другие Realme C21Y. Вот это легенда бюджетного сегмента. C11. Вот, пожалуйста, показываю. Кто-то спрашивал Infinix Note 11 Pro. Смотрите, здесь нету именно Pro. Здесь есть обычный Infinix Note 11 за 19 тысяч. Память, ну, 128 гигабайт получается. И 6,7 дюймов диагональ. Ну, Infinix Note 10 Pro. Это практически 7 дюймов. 24 тысячи стоит. Samsung и iPhone. Вот, пожалуйста. Samsung Galaxy S20 FE стоит 46 тысяч. Это 128 гигов. И S21 FE
стоит на 15 тысяч дороже, точнее на 14. В прошлый раз здесь не было, кстати, AirPods. iPhone 12, 64 гигабайта, 67 тысяч рублей. Вот смотри, до подорожания можно было где-то 60 взять со скидкой. А на 128, кстати, лучше сразу брать, потому что переплата маленькая, а памяти лишней точно не будет. 72К. Вот можете видеть айфоны. Вот iPhone 13. Кстати, наконец-то появился 13 Pro Max. Это вот я на него как раз сейчас снимаю. 118 тысяч. До подорожания был 110. А iPhone 13 на 128 гигов 86 тысяч стоит. До подорожания был ровно 80. Тут SE2020 его никто особо не берет. Ну и 11, самый вкусный iPhone за свою цену. Это 56К, 128 гигов, самая лучшая версия. Ее советую брать. В общем, сейчас остатки распродают, получается, техники Apple. Поэтому скоро она исчезнет и будет уже по новым ценам каким-то дорогим. Если кому надо, то, наверное, лучше сейчас брать. Ну, а смартфоны Tecno, кто еще хотел тоже смотреть, тоже могу показать. И Infinix. Такая ситуация у нас на рынке смартфонов в 2022 году в мае. Прямо сейчас обязательно подписывайтесь на Adminx, чтобы не пропустить все самое интересное в мире гаджетов. Пишите, что думаете о ценах. До связи в следующих видео.